Приветствую вас, коллеги. Продолжаем нашу конференцию, 8-й уже день. И середина этого 8-го дня. Приветствую всех на площадке samarus.ru. И у нас сейчас есть возможность посмотреть, и послушать совершенно уникального докладчика, потому что, когда выступает Енида, мы всегда говорим, что сейчас будет что-то взрывное, что-то будет такое необычное. И это тот человек, который чуточку сердца привносит в ту индустрию, которую вроде как раньше вообще можно было говорить только о благотворительности и каких-то решениях, о которых, да, вообще даже и не говорили. Но благодаря тому и тем людям, которых объединяет и заряжает своей энергией Нина, наверное, появилась совершенно новая вот эта вот тенденция креативности, что можно показать совсем с другой стороны те вещи, которые вроде бы казались раньше такими, о чем говорить не стоит. И сейчас совершенно новый проект, и мы благодарны за то, что Енит представляет его на нашем портале samarus.ru. И думаю, что в ближайший час вам есть необходимость взять ручки, блокноты и записывать те мысли, которые вот просто будут у вас появляться благодаря каким-то инсайтам, которые всегда сопровождают выступления Енит. Приглашаю в эфир. Видим, слышим. Слышим, видим. Да. Приветствую всех. Максим, спасибо за приглашение. Ну что ж, здравствуйте. С вами Енина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Именно такими словами я буду открывать 10 интервью, которые запускаются 10 июня на специальном канале в YouTube и на специальном сайте, который создается сейчас при поддержке компании Beeline. Сегодня я расскажу вам о том, как возник этот проект и что он имеет общего с моей личной жизнью, с моим личным опытом и с моим профессиональным опытом, и самое главное, с той ситуацией, в которой мы сейчас все оказались в нынешних не самых простых временах. Мой доклад называется «Rebranding of Disability. Вирусная версия». Почему это так, сейчас вы узнаете. Хочу начать немножко с того, что расскажу о себе. Вы меня знаете как активного члена сообщества социальных предпринимателей в России, как соавтора проекта «Без границ кутюр», автора проекта «Акрополь. Как я нашел свое тело». И спасибо, Максим, за такое прекрасное представление. Но как раз сегодня уже 2 года, как я живу в Берлине, в Германии. 2 года назад у меня произошла та самая остановка и переосмысление того, что я делаю. Собственно, та ситуация, в которой оказались все мы сейчас. И мне пришлось задуматься о том, кто я, что я, куда я иду. Потому что одни двери закрылись в мою прошлую жизнь, которую все мы с вами знаем, и открылись новые. И здесь я записала просто небольшое количество того, чем я была в своей жизни. И, собственно говоря, все вот эти знания и опыт, которые накоплены за последние, не побоюсь уже даже посчитать, 25-30 лет, опыт профессиональный и опыт жизненный, не всегда простой, и тот, и другой, они привели меня к тому, что, собственно, через меня проходит информация, и именно и через мои руки и голову она реализуется в таких проектах, которые мы все знаем. И, собственно, вот интуиция, инновация и коммуникация оказались теми самыми 3 китами, на которых в настоящий момент я стою. И это связано, собственно говоря, и с той платформой, с той конференцией коммуникационной, о которой мы сейчас говорим. Что сказать о моей сегодняшней жизни? Сегодня я живу в Берлине, я вышла замуж неожиданно совершенно для себя, и проект «Без границ кутюр», который разрабатывался в сотрудничестве с Тобиасом и с прекрасными коллегами из Британской школы дизайна и всеми вами вместе,
он закончился в той форме, в которой он был. Я сейчас являюсь консультантом, помогающим компаниям и брендам создавать современные адаптивные продукты, безбарьерную коммуникацию и безбарьерные сервисы. Так. И что же? Да, очень важно еще, что если я занималась ребрендингом инвалидности в России, когда жила в России, то сейчас для меня стало очень важным также не отпускать эту тему, но и заниматься ребрендингом России в мире, потому что с этой стороны очень видно, что коммуникация очень негативная, и будучи членом очень вибрирующего, очень живого сообщества социальных предпринимателей, людей, которые создают, собственно, гражданское сообщество в России, поддерживающее нашу жизнь, создающее действительно живую жизнь в нашей стране, мне очень важно рассказывать именно об этом, делиться с миром вот этим нашим с вами опытом и нашими знаниями, потому что, поверьте мне, здесь очень многого нет того, что мы с вами считаем своей повседневностью и естественностью. Европе и миру есть чему у нас поучиться. Итак, мой новый проект «Две луны в твоих мокасинах» родился в начале этого года, когда все мои проекты онлайн, это и кураторство темы моды на Рехакер в Мессе Дюссельдорф в сентябре, и выступление в часть конференции на неделе моды в Берлине, и коммуникационная кампания, которая должна была связать все эти два события, они не состоялись по причине карантина, и мне пришлось заняться собой, остановиться и задуматься, собственно говоря, о том, что я делаю, зачем. Потому что вот эта гонка и постоянное напряжение того, что надо что-то делать, нужно что-то решать, есть какие-то цели, есть какие-то задачи, она очень мешала мне. И, конечно же, переход из одной ситуации российской в ситуацию новую, и личную, и общественную, она такая достаточно сложная, и я думаю, что это то, что сейчас переживают очень многие, кто слушает нас сейчас. И когда я занялась собой, задумалась, погрузилась именно в понимание того, что я умею делать, каковы мои цели, какие задачи, то у меня просто из меня всплыл проект. Так у меня происходит всегда. Это было и с Акрополем, он просто появился у меня в голове. Так сложилось и с модой, которая выстроилась очень интуитивно. Собственно, вот «Две луны в твоих мокасинах». Не судите человека, пока не проходили 2 луны в его мокасинах. Это известная индийская пословица. Но сейчас всем нам стало понятно, что что мы сейчас все оказались в ситуации людей с инвалидностью. И мы не можем выйти из дома, мы не можем выйти на работу, мы вынуждены 24 часа проводить в собственных стенах, мы не можем никуда поехать, мы не свободны в принятии своих решений, мы оказались в ситуации, когда мы достаточно беспомощны. И непонятно, где искать помощь. Мы обращаемся к психологам, к коучам, к терапевтам, к гуру всяческих мастей, которые появились в сети, и пытаемся ответить себе на те вопросы, которые нас волнуют. И эти вопросы, они имеют 2 натуры. Одна из них – это экзистенциальная, это страх. Что будет с моим бизнесом? Останется ли моя работа такой, какая она была? Не заболею ли я, не заболеют ли мои дорогие и близкие люди? Останемся ли мы живы? Смогу ли я
оставить свой бизнес, выживет ли он и смогу ли я быть также ответственным за своих сотрудников и коллег, которым я давал средства к существованию. И поскольку это не только они, но и их семьи, это действительно очень-очень сложный вопрос, который стоит сейчас перед многими, особенно предпринимателями, малыми предпринимателями и фрилансерами точно так же. И второй вопрос, это тот уже, о котором я говорила, это эссенциальный вопрос, это вопрос существенный, кто я? Кто я, занимаюсь я тем, чем я люблю, с теми ли людьми я живу, с которыми я хочу, в чем смысл происходящего, как мне выстроить себя в новую жизнь и как перестать бояться. И, собственно говоря, вот родился чисто очень маленький такой личный проект. Я решила, что я сделаю 10 интервью в Zoom там как-то и опубликую их на своей платформе. Но как это случилось, этот проект уже вырос каким-то невероятным образом. И это в той форме, в которой он задумал, это 10 интервью, которые сейчас в продакшене. У нас уже 9 интервью практически сделаны. Это более 3 языков, это более 3 стран, это 10 недель, когда по средам вы будете нас смотреть. И что очень важно, этот проект предполагает социальную франшизу, то есть у нас будет упакован дизайн, у нас будут упакованы все ТЗ, пресс-релизы, письма к спонсорам. Это можно будет просто скачать на платформе и, собственно говоря, использовать для того, чтобы делать такие же интервью самостоятельно и таким образом расширить наш опыт преодоления сложных ситуаций и дать голос многим талантливым и профессиональным людям, которые живут рядом с нами. Почему я решила сделать этот проект? Собственно говоря, не только из того, о чем я сейчас рассказала. Может быть, вы знаете, что я являюсь партнером международного движения The Valuable 500. Это движение говорит о том, что вот его основатель Кэролин Кейси, оно говорит о том, что если disability не является одним из важных аспектов руководства компании, то в этой компании нет и такой темы, как diversity и inclusion, и нет инноваций, нет действительного понимания бизнеса, и у этой компании фактически нет успешного будущего в новой ситуации. И в коммуникации, в кругу, и надо сказать, что мне удалось в прошлом году привлечь к движению The Valuable 500 такие компании, как Сбербанк и Билайн, и 29 ноября в рамках международной конференции о российских практиках Diversity Inclusion, которая состоялась в Женеве, эти подписи Германа Грефа и Василия Лозанча были переданы Марии Левицкой и Евгении Чистовой, представителю The Valuable 500 Мариан Вайт, которая приехала специально в Женеву для этого. И я рада, что Сколково подключилась к этой инициативе, и буду очень рада, если и другие компании подключатся к ней, российские компании, я имею в виду. Что меня насторожило в коммуникации, которая происходила вокруг темы Disability Business Inclusion? Естественно, не осталось незамеченным то, что очень много общего между состоянием людей с инвалидностью и тем состоянием, в которое погрузилась вообще экономика мировая. Но когда я читала статьи очень просвещенных людей с инвалидностью, очень проработанных, профессиональных людей с инвалидностью. Вот вы здесь видите, например, 3 таких публикации. Когда я следила за проектом «А мы всегда дома», который сделан блистательным совершенно Иваном Бакаидовым, то я обратила внимание на то, что вся коммуникация выстраивается все-таки из лагеря людей с инвалидностью и из позиции жертвы. Из позиции жертвы, и даже прекрасная
Кэролин Кейси, чье имя сейчас все должны запомнить и посмотреть этот сайт. И даже она выстраивала коммуникацию именно в этом ключе, при том, что у нее абсолютно правильный, абсолютно гениальный заход через крупнейший бизнес с поддержкой сэра Ричарда Брэнсона и так далее, обращение к руководителям и владельцам крупнейших компаний, потому что именно они могут изменить мир, то, собственно, у нее тоже все время проскакивала вот эта вот позиция, что мы надеемся, что вот вы сейчас пережили эту ситуацию, и оказалось, что удаленная работа возможна точно так же для всех, как и для нас, и что раньше вы не брали нас на работу, потому что мы просили удаленную работу, а теперь оказалось вдруг, что это возможно. Мы надеемся, что эта ситуация повторится, то есть когда мир вернется, все вернется в ситуацию нормализованную, то вы это запомните и будете брать нас на работу. Мне показалось, что я с этим, как бы это все правильно, но у меня вот это вот личное такое, я оказалась с этим не согласна, потому что ведь из моего личного опыта мне очень сильно помогли люди с инвалидностью, которые окружают меня вот уже 10 лет. И я каждый день, когда я не хочу вставать с постели, или я не хочу что-то делать, или я думаю, ой, боже мой, это сейчас все кончится, и я тут поеду в отпуск, или отдохну, или что-то такое произойдет со мной хорошее, я всегда останавливаюсь и начинаю думать про Женю Воскобойникову, которой нужно встать утром с постели, и прежде чем она сядет в инвалидное кресло, ей нужно привести в порядок свое тело, которое сопротивляется. Я думаю про Романа Аранина или Кристиана Тиферта, которые управляют своими девайсами голосом или ртом. А я тут ныла, когда мне пришлось работать со всей этой техникой, и я понимала, что мне вообще это все сложно и невозможно, и я хотела уже 33 раза все это бросить. Вот, я говорила себе, нет, не бросаем, мы делаем, если они это сделали, то и у меня это получится. И я поняла, что надо просто менять ситуацию и говорить о том, что люди с инвалидностью имеют экспертизу и опыт, которого у нас нет. И чем идти к коучам и к гуру, у которых нет этого опыта, давайте послушаем наших друзей с инвалидностью, чтобы они рассказали нам о том, как они преодолели свой сложный жизненный кризис. И очень важно, что эти истории не про героизм, не про то, что мы мотивируемся, это использование этих людей, это, так сказать, манипуляция собой, ими. Здесь речь идет просто о очень деловом коучинге. Да? Они просто дают советы и спокойно рассказывают о том, что с ними произошло и как они прошли ситуацию. Для кого этот проект? Это, конечно же, большие компании, руководители, менеджеры HR, КСО, Diversity Inclusion, отдела внутренней коммуникации, потому что сейчас все вы стримите для своих сотрудников что-то душеспасительное, да, потому что нужно поддерживать, и кризис не кончится сегодня, завтра, послезавтра, вот у нас тут он уже кончился, у вас еще это продолжается, в Индии это тоже будет еще очень долго продолжаться, и мы все будем еще долго жить в ситуации перехода, и ровно тот опыт перехода, которым делятся с нами мои гости, он очень важен. Конечно же, малые и средние предприниматели и фрилансеры, которые сейчас просто оказались на грани выживания. Конечно же, люди, которые недавно получили инвалидность и сейчас ищут примеры и советы того, как преодолеть эту ситуацию. И, конечно же, услышать эти советы от своих же сотоварищей по такой жизни гораздо более ценно, чем от кого-то еще. И, конечно, для всех нас, кто находится в такой новой ситуации, у кого, может быть, даже все не так плохо, но вот эти вот переходный период, он сейчас... Ну и если мы говорим про diversity inclusion в бизнесе,
то, конечно, я хочу показать эту экспертизу, которая есть у этих сотрудников потенциальных. Это гибкость, стрессоустойчивость, инновационность, ориентированность на эффективные решения, внутреннее спокойствие. И новый образ людей с инвалидностью, он у нас в России-то уже есть, а вот тут в Германии таки он не очень есть. И этот образ перевести сейчас он уже из медицинского, из социальной парадигмы перешел в новую парадигму, он сейчас переходит именно в парадигму рыночных отношений. Люди с инвалидностью как клиенты, сотрудники, потребители и партнеры. Кто мои герои? Это Кристиан Тиферт из Ростока, очень похожий на Романа Аранина, и Самуэль Кох, очень известный человек из Германии, который также имеет такую же травму, то есть человек, который не движется, практически он может говорить, он немножко работает руками. Это Евгения Воскобойникова и Нина Вортман. Нина Вортман – это одна из первых немецких моделей в инвалидной коляске. Это Асаф Гринбаум из Израиля, это Айслу Асан из Казахстана. И у нас будут еще несколько наших гостей. Формат – это, собственно, формат вот такого интервью в Zoom. Технически не всегда у нас все получается со светом и звуком, но у нас будут транскрипции в тексте, как это делает Forbes Карантин, например, в таком же формате это будет переведено это будет на немецком, английском, русском языке. Израильские интервью, они происходят на иврите, мы сейчас тоже ищем возможности этого перевода. Пожалуйста, нам нужна помощь и поддержка. И какие же вопросы я задаю? Это вопросы, которые имеют непосредственную связь с нашей с вами сегодняшней ситуацией. Мы все куда-то торопились, куда-то шли, у нас были цели, у нас были планы, и вдруг мы все остановились, как мы летели на 5-й скорости и нажали на тормоз. Роман Аранин сказал, что это вообще совсем по-другому ощущение, как будто ты на 5-й скорости въехал в стену. Да, и вот очень хочется показать, что было до этого и что случилось потом, возможность этого нового успеха. Как принять ситуацию и как отпустить прошлое? Это переходный момент первых месяцев после аварии. Это то чистилище, собственно, в котором мы сейчас с вами все находимся или находились в последние 2 месяца уже. Следующее – это, собственно, ситуация с работой или с бизнесом. Как происходит увольнение или перестройка бизнес-отношений. Дальше очень интересный момент – это инновации и технологии, которыми пользуются люди с инвалидностью. Потому что, собственно говоря, они early adopter всех тех технологий, которые нам сегодня кажутся такими невероятными, когда экраном можно управлять глазами или джойстиком изо рта и так далее, как можно организовать вообще работу всей своей компании абсолютно свободной и удаленной. И в этом пункте огромное знание для сотрудников крупных компаний, да и любых не сотрудников, а именно руководителей компаний, которые занимаются развитием своих бизнес-компаний, бизнес-процессов, потому что именно там от наших героев вы узнаете, какими технологиями следует пользоваться для того, чтобы ваша компания не въезжала в стенку на 5-й скоростью, а плавно выходила из всех кризисных ситуаций, используя дигитальные технологии, о которых вы, может быть, даже вообще не знаете, или вы знаете, что они есть, но вы не предполагали, что именно они вам помогут. Дальше, конечно, вопрос, который связан с границами личными. И это вопрос самоопределения. Как жить в 4 стенах с теми людьми, с которыми ты должен жить. Это семья, это соседи, может быть, в ситуации, когда это некое комьюнити. Это вопрос нашего жизнеобеспечения, наше тело, что мы едим, как мы собой занимаемся. Пока нам 20 или даже 30, это не имеет большого значения, но тем, кто меня слушает и кому где-то уже под 50 и далее, вы прекрасно понимаете, что давно было пора начинать заниматься собой, потому что следующие 20-30 лет нашей жизни наше тело должно работать.
Дальше новый старт, новые возможности. И дальше очень интересные вопросы о том, что бы вы сказали своему прошлому «я» за неделю до аварии и через неделю после нее, как можно было поддержать себя тогдашнего. Ну и, конечно же, советы всем нам, кто сейчас находится в той же ситуации, потому что наше настоящее – это их прошлое. И надо понимать, что их настоящее – это наше будущее. И оно очень неплохо выглядит. Оно очень позитивно, оно очень живое. И самое главное, что я всегда слышала от моих друзей и коллег последние 10 лет, и то, что я все время слышу в этих интервью, это то, что появилась свобода. Тело не свободно, но внутри и в работе появилась абсолютная свобода, абсолютное понимание того, куда ты идешь. И от этого появилось большое спокойствие. И вот это большое спокойствие – это то, что дарят наши гости в этих интервью. И если мы говорим про rebranding of disability, я уже сказала, я хочу суммировать и рассказать о таком трюке, который, в общем-то, очень похож на трюк Акрополя или других моих проектов. Мы переворачиваем ситуацию, да, то есть те, кто были благополучателями или слабыми социальными слоями, они оказываются вдруг сильными и поддерживают нас в нашей слабости и в наших страхах. Мы делаем это без героизма, без поучения, и, что очень важно, без борьбы. То есть вот мой основной инструмент работы, я думаю, это как раз непротивление злу насилием. Это то, чему Лев Толстой в свое время научился у Махатмы Ганди. Когда вы боретесь с кем-то, вам навстречу идет сопротивление, и борьба вызывает борьбу. Когда вы перестаете бороться и думать, и действовать в этой парадигме, вдруг мир открывается совершенно иначе, и открываются внутренние ресурсы, потому что это о том, чтобы не бороться и с самим собой, и с жизнью, и с потоком жизни. И, собственно говоря, вот это без борьбы, это как раз тоже и о социальной рекламе, которая и в Акрополе, и в инопланетниках, и в нашем модном проекте была тем самым секретом, тайным секретом, который, собственно говоря, и сделал возможным такое действие этих проектов. Опять же, не из позиции жертвы наши герои, в очень хорошем дизайне. У нас прекрасный дизайн, который нам делает компания Everland. Я сейчас об этом еще немножко расскажу. И очень важно, мы визуализируем. Мы все знаем технику визуализации. Ом, Байрам, представь себе свое будущее, наклей картинки на стенку, смотри туда, проговаривай аффирмации. Да, это все абсолютно работает. И в наших интервью, в каждом из интервью я даю задание зрителям, и они должны написать это внизу в комментариях. А задание такое. Надо представить себе, на какую должность в вашей компании вы можете взять нашего гостя. И представить себе его в этой ситуации. Лучшие люди получают час коучинга с этим человеком. Ну, это вообще как бы дорогого стоит. Да? Это такая интерактивность в наше время, когда мы все закрыты друг от друга. Эти люди существуют не где-то в безвоздушном пространстве, есть возможность с ними поговорить. И в проекте Impact Hub, это наш партнер, они вообще сейчас делают это частью своей работы со своими резидентами, которые смогут задавать вопросы и получать коучинг от моих гостей. И что важно, там есть еще одно упражнение, которое вы узнаете, когда послушаете наши эфиры. Это вопрос о картинке, которая появляется у вас в голове и которая позволяет потом выстроить вам в личной работе, в личной жизни совершенно другой путь для этих людей, для людей с инвалидностью. Производство у нас тоже международное, это тоже нам очень важно, потому что карантин, он закрыл границы между разными странами.
А инвалидность не имеет границ. Она не имеет границ, она не имеет конфессиональных предпочтений, она не имеет политических позиций, она не знает возраста, она не знает пола, она не знает социального положения, она уравнивает нас всех, точно так же, как и карантин уравнял нас сейчас. Да? То есть мы все ходим в обуви, или, как мы сказали бы по-русски, оказались в шкуре другого человека. И вот, пожалуйста, мои прекрасные партнеры – это Кристиан Тиферт с его проектом Find Your Road, тоже очень говорящее название «Найди свой путь». Кристиан Бломе, профессиональный режиссер из Гамбурга. Шай Сеньор – это наш партнер из Израиля. Он занимается созданием одежды для людей с инвалидностью, и именно таким образом я с ним связалась и спросила, не хочет ли он с нами работать. Роман Акинин, прекрасный дизайнер, который сделал весь дизайн для нашего проекта. Компания Everland – это Елена Шамраева и Юрий Николаев, и Алексей Шамраев, который делает нам тон. К нам присоединится сейчас еще Айслу Айсан. То есть это также люди с инвалидностью, которым мы даем работу, и это очень важно для нас. Кто нас поддерживает в этой ситуации? Ну, первый мой партнер и поддержка – это был Кристиан Тиферт с проектом Find Your Road. Потом это была компания Beeline. Евгения Чистова, огромное спасибо за доверие. Потом проект Impact Hub. Спасибо, Мария и Екатерина, за поддержку. Фридрих Эберт Штифтунг, фонд «Наше будущее», которые, собственно, сделали уже возможным продакшн в России, переводы на все языки и вот эту всю сложную механику, которую, собственно говоря, и организует Everland. Это пальто, клоус, одежда пальто, которую я сказала уже из Израиля, и Мессе Дюссельдорф, и Rotary Club, они помогают нам также немного с переводами. И также очень важно, чему я научилась в этой всей истории. Тут 4 темы, все остальное вы услышите в наших историях. Первое. Ваш спасательный круг в самой сложной ситуации – это ваша семья, и это ваши друзья. Как сказал Роман Аранин, собирайте круг единомышленников и тащите его в свой круг, создавайте эту среду, в которой вы живете полной жизнью и всегда можете положиться на тех людей, которые рядом. Без этого для человека, получающего инвалидность, это просто смерть. И для нас всех, для тех из нас, кто сейчас оказался в одиночестве, по каким угодно причинам, причина всегда внутри нас, это тоже мысль о том, как подумать и изменить свою ситуацию. А для тех, кто по каким-то причинам не видит себя сейчас силы выстроить себя в семье или в некой комьюнити, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы у вас были сбережения, чтобы у вас были важные контакты какие-то или страховка. Потому что Нина Вортман, например, говорит, что она в своих лекциях спрашивает молодых людей: вот вы тратите деньги на еду, на потанцевать, на сходить в клуб, а кто из вас имеет страховку, жизненную страховку? Понятно, что в Германии этот вопрос более актуальный, может быть, чем в России, но тем не менее. Кто имеет страховку? Из большого количества людей в зале поднимают только 2 человека. Она говорит, что если бы у нее не было такой страховки, то она не знает, как бы она и ее семья смогли решить ту сложную ситуацию, получить те необходимые терапии и те необходимые предметы, так сказать, реабилитации, без которых она не могла бы вернуться в активную жизнь. Думайте об этом. Как говорится всегда, думайте о том, что вы тоже будете старыми, немощными, и у вас должны быть деньги, которые вас поддержат. Следующее, чему я научилась, это остановись.
И вот этот момент «остановись» — это то, о чем мы слышим от наших коучей, от наших гуру, это то, о чем говорится медитация, да, останови поток твоих мыслей, останови поток Фейсбука и социальных медиа, который несется, избивает нас постоянно с наших мыслей и сил. Я говорю также про себя, я просто заклеила и убрала, чтобы вообще не отрываться, чтобы мои шаловливые ручки не тянулись туда. Это как сигарета или алкоголь. Это, в общем-то, я в свое время курила по пачке в день. Я очень хорошо понимаю, что это такое, когда просто вот это вот ощущение, что надо. Да? Вот все, кто меня слушает, я думаю, знают, что такое надо. Вот. И вот эта остановка, об этом говорит также Женя Воскобойникова очень прекрасно. Это остановка, которая у нас сейчас случилась, а у людей с инвалидностью она была такая вынужденная, когда ваше тело не двигается в течение месяца или больше, то вы вынуждены просто сконцентрироваться на себе, перестать вообще думать о том, что происходит в мире, а быть в себе, быть с собой. И это происходит тогда уже автоматически. Им, так сказать, жизнь таким жестким уроком как бы выстроила их в необходимости задуматься о себе, а мы можем это сделать просто исходя из их опыта. Чему я научилась еще, это делай. Это очень сложно. Мы все всего боимся, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Если бы вы себе представили, что мне стоили последние 2 месяца сесть перед этой камерой, включить на запись и перестать говорить мэ, бе, научиться говорить так, как я говорю сейчас, научиться говорить в камеру, вообще не бросить всю вот эту технику, встать вообще с кровати и снова сесть к компьютеру, написать спонсорам. Это был баттл просто. И вы все прекрасно знаете, что ничего просто так не происходит, и каждый из вас сейчас борется. Просто силы нам всем и пониманию того, что просто встал и пошел делать дальше. Об этом и о том, как каждый из наших героев сделал это в своей жизни, вы узнаете в наших передачах. И, конечно, то, чему я научилась еще, и что абсолютно необходимо знать сейчас владельцам бизнесов и HR-сотрудникам, которые сейчас все так заняты тем, как вообще прийти в себя от того, что происходит, и в муках выстраивать свои коммуникации с сотрудниками везде сидящими по домам. Я просто знаю, как это делают даже в IT-компаниях люди, которые, казалось бы, должны это уметь, или в крупнейших здесь немецких компаниях, когда ты думаешь, как же так, почему же они не могут? Оказывается, нет, не могут. Вот. Это если у вас в компании есть люди с инвалидностью, то, и они даже не должны быть на ключевых позициях, то у вас любой кризис, любой переход будет происходить гораздо мягче, у вас не будет вот этих остановок, потому что эти люди возьмут на себя всю работу точно так же, они будут просто продолжать работать, потому что в их повседневной жизни, рабочей жизни вообще ничего не меняется. Они все используют дигитальные технологии с момента того, когда они оказались в ситуации несвободы. И они также научили бы уже очень давно своих коллег тому, как с этим работать, и помогли перестроить все процессы. Более того, смотрите интервью с Романом Араниным, и он расскажет вам о том, как он перестроил процессы в своей компании, что они даже вообще не заметили того, что произошло сейчас последние 2 месяца. Итак, как нас поддержать? Подписывайтесь, пожалуйста, на канал в YouTube «2 months in your moccasins». Помогите с продвижением проекта в России и за ее пределами, пожалуйста. Вот там внизу моя почта. Я принимаю спонсоров, партнеров по СНИ, партнеров по продвижению. Пожалуйста, Forbes. Карантин уже есть, Forbes Moccasin мне абсолютно необходим. Кто может мне сделать такой вход туда? Пожалуйста, пишите. Вот мой адрес urusova@gmail.com.
Представьте этот проект знакомым, живущим с инвалидностью, а также на работе у себя. Как-то я так хитро тут все написала. Подключайтесь к нашей социальной франшизе, дайте возможность вашим друзьям, коллегам, вашим НКО получить деньги от спонсоров и рассказать о тех людях, с которыми вы работаете и кто имеет такой прекрасный опыт. И пришлите мне, вот это мне очень было бы важно для продолжения этого проекта, пришлите мне результаты социологических опросов времен самоизоляции за последние 2 месяца и статьи, документирующие состояние людей сегодня. Вот, пожалуйста, мой имейл. Итак, 10 июня 2020 года весь дизайн у меня поехал, как это интересно. Канал «Две луны в твоих мокасинах». И что же? Смотрите нас по средам, смотрите в себя и спокойно смотрите в будущее. Это была Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Спасибо, что вы с нами. Янина, что я могу сказать? Добавить только, что еще работайте с профессионалами, используйте те возможности, которые есть. Когда мы говорим про те проекты, которые ты делаешь, это всегда синергия, и это всегда какой-то вход. И это вход, возможность объединения позволяет посмотреть на те точки, которые у каждого есть, совершенно по-другому. То есть для меня это, знаешь, как вот какая-то дырка, так нельзя сказать, какой-то вход, и дальше еще. И человек, который идет в этом потоке, он чувствует, что к нему присоединяются. И вот умение как-то собрать по крупицам и сделать из этого нечто очень красивое, и я не побоюсь этого слова, вкусное, оно есть не у каждого. И если есть это у Янины, просто такое слово, используйте это. Почему нет? Используйте это, подключайтесь, и во всех регионах есть необходимость интересным креативным решением, и если это решение через вот такое общее, то оно, наверное, более весомое на рынке. Мы с удовольствием передадим какие-то вопросы, которые будут тебе, Нина, и после этого сделаем какой-то пресс-релиз с ответами, и как раз 10 июня тогда анонсируем еще на нашей платформе подключение к этому проекту. Вот, наверное, хочу поблагодарить. Спасибо большое. Будем дальше сотрудничать и представлять этот и следующий проект, и организовывать какие-то коммуникации. Михаил, спасибо еще раз за приглашение и за такую возможность. Это премьера, так сказать, нашего проекта. Очень здорово. До встречи и счастливо. Все, до встречи, всего доброго. Коллеги, а у вас есть 10-15 минут, 13, скажем, минут для того, чтобы попить чай, кофе перед следующим нашим выступлением. Следующее выступление будет совсем, может быть, неожиданно в режиме «поговорим». И Мария Большакова, которая сейчас очень активно работает вот в этот режим пандемии, очень активно работает со многими социальными проектами. Когда мы связывались с ней, чтобы она участвовала в этой конференции, она постоянно была где-то занята. То она в одном регионе, то в другом, то где-то согласовывает с какой-то клиникой какие-то условия. И, наверное, здесь будет вот этот вот формат, который она привыкла вести еще и в прямых эфирах Радиометрикса и на других источниках. Мы расскажем о тех возможностях, которые есть сейчас, благодаря коммуникациям, которые есть у ваших партнеров. И обсудим те проблемы, которые есть у НКО, как они решаются, какие есть точки входа на те или иные рынки для решения этих задач. Присоединяйтесь, через 10 минут, 10-15 минут начнем трансляцию вот по этой ссылочке.